Никто не должен был плакать в день рождения Тэхёна, но в тот момент, когда Чингук посмотрел на него, в комнате воцарилась гробовая тишина. То, что произошло дальше, не было запланировано, не имело сценария и изменило все, что фанаты BTS, как им казалось, знали. Свечи уже были зажжены. 7 золотых огоньков тихо плясали на торте, отражаясь в блестящих глазах каждого участника, стоявшего полукругом вокруг Тэхёна. Комната должна была быть наполнена смехом, шутками и игривыми подколами, тем шумом, который всегда сопровождал BTS, куда бы они ни пошли. Но сегодня все было иначе. Тэхён стоял в центре. Сложив руки, его губы застыли в мягкой улыбке. Фанаты, наблюдавшие за прямой трансляцией, могли сказать, что что-то не так. Его улыбка была на месте, но глаза не улыбались. «Загадай желание», — весело сказал Чимин, пытаясь поднять настроение. Тэхён кивнул и закрыл глаза. Свечи мерцали, как будто даже они затаили дыхание. И именно тогда Чингук замер. Он небрежно опирался на стол, скрестив руки и делая вид, что все в порядке. Но в тот момент, когда Тэхён закрыл глаза, выражение лица Чингука изменилось. Его челюсть сжалась, плечи напряглись. Его взгляд впился в Тэхёна, словно он только что осознал что-то, к чему не был готов. Чат взорвался. Почему Чингук такой серьезный? Что-то случилось за кулисами. Он выглядит неважно. Тэхён задул свечи. Комнату наполнили аплодисменты, но они звучали натянуто, слабо и хрупко. Чингук не хлопал. Он не улыбался. Он не двигался. Он просто смотрел. И именно тогда тишина начала расти, тишина настолько тяжелая, что, казалось, она могла расколоть воздух между ними. Наконец Тэхён открыл глаза и встретился взглядом с Чингуком. На мгновение его улыбка дрогнула. Никто ничего не говорил. Камеры продолжали снимать, и миллионы фанатов по всему миру почувствовали это одновременно. Что-то пошло не так задолго до того, как кто-то это осознал. Тэхён попытался отшутиться. «Ну же, Чингук», — легко сказал он. «Это просто день рождения. Ты накручиваешь себя». Но Чингук не улыбнулся. Его глаза были темными, не злыми, не холодными, а полными боли. «Ты ведешь себя так уже несколько недель», — тихо сказал Чингук. «По-другому планируешь свой график, уходишь раньше, молчишь, когда мы вместе». Арэм неловко пошевелился. «О чем ты говоришь?» — спросил он. Чингук наконец отвел взгляд от Тэхёна и посмотрел прямо в камеру. У фанатов все внутри сжалось. «Вы думаете, мы этого не чувствуем?» Продолжил Чингук. «Когда человек, которого ты любишь, начинает отдаляться, ты чувствуешь это еще до того, как он скажет хоть слово». Губы Тэхёна разомкнулись, но не вылетело ни звука. Чингук медленно вдохнул. «Я слышал, что ты шептал за кулисами», — добавил он. Все замерли. Тэхён напрягся. «Ты слышал это?» «Ты сказал», — повторил Чингук низким голосом. «Может быть, пришло время научиться быть в порядке, больше не стоя в самом центре». В комнате стало тихо. Чимин прикрыл рот рукой. Джин уставился в пол. Арэм потер виски. Тэхён выглядел так, будто его поймали на правде, которую он еще не хотел объяснять. «Я имел в виду не это», — мягко сказал он. «Но именно так это прозвучало», — ответил Чингук. Он сделал шаг ближе. «И именно поэтому сегодня все кажется неправильным». Его голос слегка дрогнул. «Потому что дни рождения не должны быть похожи на прощание». Камера крупным планом показала лицо Тэхёна, и впервые он не стал отрицать. Он посмотрел на торт, на расплавленный воск, медленно капающий со свечей, которые уже погасли, точно так же, как улыбка, медленно исчезающая с его лица. «Это не должно было выйти вот так», — тихо сказал Тэхён. Вся комната затаила дыхание. Даже персонал за камерами перестал двигаться. «Я не загадывал славы», — продолжил он. «Я не желал наград. Я даже не желал больше сцен». Глаза Чингука расширились. «Я пожелал». Тэхён сделал паузу, его пальцы сжались. «Чтобы все, кого я люблю, все равно помнили меня, даже если однажды я больше не буду стоять на том же месте». Эти слова ударили как гром. Губы Чимина приоткрылись. Брови Арэм глубоко нахмурились. Джин медленно опустил тарелку, которую держал. Чингук резко шагнул вперед.
что ты имеешь в виду под «больше не буду стоять на том же месте»?» Потребовал он ответа. Тэхён выдавил слабую улыбку. «Иногда людям нужно отступить назад, чтобы отдышаться, Чингук». Чат взорвался. Отступить от чего? Он говорит о перерыве. Почему Чингука трясет? Кулаки Чингука сжались. «Ты не сказал мне», – прошептал он. «Ты не сказал никому из нас». Тэхён наконец поднял взгляд. «Я не хотел, чтобы этот вечер был тяжелым», – тихо сказал он. «Это мой день рождения». На мгновение воцарилось молчание. Затем Чингук рассмеялся. Но это не был счастливый смех, он был неровным и надломленным. «Значит, ты улыбался», – сказал он дрожащим голосом, планируя, как исчезать по чуть-чуть. Его глаза теперь были полны слез. «Ты думал, мы не заметим?» Улыбка Тэхёна исчезла окончательно, потому что в ту секунду он осознал нечто пугающее. Чингук заметил все задолго до сегодняшнего вечера. Грудь Чингука вздымалась слишком часто. Для человека, который всегда был спокоен, всегда улыбался и шутил, он вдруг стал выглядеть так, будто из последних сил пытается не сломаться. «Шон», – прошептал он. Его голос был едва слышен, на грани чувствительности микрофона. «Если ты уже готовишься оставить свое место, то где тогда остаемся мы?» Тэхён не ответил. Его глаза блестели теперь не от света ламп, а от слез, которым он не давал упасть. Чингук тяжело сглотнул. «Ты обещал», – продолжил он. «Ты обещал, что мы состаримся на одной сцене». Комната словно начала сжиматься. Арэм сделал шаг вперед, но остановился. Чимин сжал рукав Джина. Никто не хотел прерывать их. Чингук окончательно потерял контроль. «Если ты уйдешь хотя бы немного», — сказал он сорванным голосом, — «кажется, что ты забираешь частичку нас с собой». Одинокая слеза скатилась по его щеке. И в этот момент вся комната замерла. Потому что Чингук никогда раньше не плакал так на камеру. Не так. Не из-за того, что еще даже не случилось. Тэхён протянул руку, но она задрожала, прежде чем коснуться плеча Чингука. «Я никогда не хотел причинить тебе боль», – прошептал Тэхён. «Но ты уже причинил», – тихо ответил Чингук. «Просто тем, что подумал об уходе». Тишина поглотила комнату. Ни музыки, ни смеха, только 7 сердец, бьющихся слишком громко в пространстве, которое внезапно стало слишком хрупким. Миллионы фанатов по всему миру наблюдали за этим, и все знали, что это больше не просто день рождения. Это был момент, который навсегда что-то изменил между ними. Тэхён наконец опустил голову. Его плечи вздрогнули один раз, совсем слегка, прежде чем он сделал глубокий вдох. «Я не хотел, чтобы вечер стал таким», – мягко сказал он. Его голос был спокойным, но усталым. «Я не хотел, чтобы ты смотрел на меня так, будто меня уже нет». Чингук быстро вытер щеку, смущенный собственными слезами, но не в силах скрыть, как сильно ему больно. «Тогда почему ты говоришь как человек, который уходит?» – спросил он. Тэхён поднял глаза. «Потому что иногда», – прошептал он, – «мне кажется, что я исчезаю, даже когда я все еще здесь». Эти слова ударили сильнее, чем кто-либо ожидал. Челюсть Арэм сжалась. Чимин часто заморгал. Джин медленно сел, как будто его ноги внезапно ослабли. Тэхён продолжил. «Я стою на сцене, я улыбаюсь, я шучу, но в последнее время, когда я смотрю в толпу, я не всегда узнаю самого себя». Его голос впервые задрожал. «Я боюсь, что однажды я забуду, кем я был до всего этого». С каждым словом в комнате становилось все тяжелее. «Поэтому я загадал желание», — сказал он. «Не уйти, а убедиться, что если мне когда-нибудь понадобится отступить, я не потеряю вас». Кулаки Чингука медленно разжались. «Ты должен был сказать нам», – прошептал он. Тэхён кивнул. «Я боялся, что вы посмотрите на меня так, как смотрите сейчас». Чингук подошел ближе. «Но мы уже здесь», – тихо сказал он. «И мы никуда не уйдем». Их глаза встретились, и впервые за тот вечер тишина не ощущалась как страх. Она ощущалась как понимание. Несколько секунд никто не произносил ни слова. Затем первым встал Джин. Он подошел и мягко положил руку на плечо Тэхёна. «Тебе не нужно нести это в одиночку», – тихо сказал он. «Ты никогда не был один».
Чимин последовал за ним, подошел ближе и обнял Тэхёна за спину. «Если ты устанешь», – прошептал он, – «опрись на нас. Для этого и нужна семья». Арэм медленно кивнул. «Мы построили это вместе», – сказал он. «И мы будем защищать друг друга вместе». Из глаз Тэхёна наконец хлынули слезы. Одна слезинка скатилась, затем другая. И тут Чингук зашевелился. Он ничего не сказал. Он просто шагнул вперед и крепко обнял Тэхёна. Это не было мимолетное или шутливое объятие, это было долгое, крепкое, неподвижное объятие. Такое, которое говорит все то, что не могут сказать слова. Лоб Тэхёна прижался к плечу Чингука. «Я все еще здесь», – прошептал он. Чингук сильнее сжал руки. «Тогда остаться», – ответил он. «Не только на сцене, но и с нами». Камера запечатлела этот момент. Фанаты по всему миру уже плакали, потому что в этом тихом объятии они видели не айдолов. Они видели 7 людей, которые снова выбрали друг друга. Тэхён вытер слезы и сделал неровный вдох. Он оглядел комнату, лица тех, с кем он вырос, смеялся, боролся, мечтал. «Я не ухожу», – тихо сказал он. «Но мне нужно было, чтобы вы знали. Мне было страшно». Чингук кивнул. «Нам тоже», – ответил он. «Мы просто не знали, как об этом сказать». Настроение постепенно смягчилось. Джин слегка улыбнулся. «Что ж», — сказал он, прокашлявшись, — «это официально самый эмоциональный праздничный торт в истории». Раздалось несколько слабых смешков. Напряжение спало, но что-то изменилось. Было увидено нечто более глубокое. Тэхён разрезал торт. На этот раз его руки были тверды. Он протянул первый кусок Чингуку. «За то, что остался», — тихо сказал Чингук. Тэхён улыбнулся, на этот раз по-настоящему. Прямая трансляция продолжалась, но фанаты знали. Они только что стали свидетелями момента, который не был прописан в сценарии, не был спланирован, не был фальшивым. Напоминание о том, что за светом софитов 7 сердец все еще выбирают друг друга. И этот день рождения не стал ночью, когда что-то закончилось. Это была ночь, когда что-то было спасено. Трансляция закончилась. Камеры выключились. Но то, что произошло дальше, тихо разнеслось по фандому. В сети начал распространяться короткий ролик длиной всего 5 секунд. На видео видно, как Чингук стоит рядом с Тэхёном, пока персонал начинает убирать комнату. Тэхён выглядит уставшим, его плечи слегка опущены. Чингук замечает это. Он ничего не говорит. Он просто протягивает руку и поправляет воротник Тэхёна. Крошечный жест, почти невидимый. Но фанаты заметили. Это не привычка айдола, это привычка члена семьи. Он заботится о нем, не делая это очевидным. Они что-то пообещали в той комнате и до сих пор держат это слово. Позже той же ночью Тэхён опубликовал короткое сообщение: «Спасибо, что были со мной сегодня». Без объяснений, без контекста, но фанаты поняли все, потому что они видели тишину, они видели слезы, они видели объятия, и они знали, что этот день рождения не пошел не так. Он стал настоящим. А настоящее – это то, что делает момент незабываемым.